Добрый день, мы из Украины. Главное медийное событие в России на сегодня – это, конечно же, невероятный перформанс девушки с чеховской фамилией Овсянникова, которая ворвалась в эфир Первого канала в программу «Время». Это было невиданно, это было неожиданно и очень внезапно. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны. Сразу после данного перформанса госпожа Овсянникова опубликовала заготовленное видео, где объяснила свой поступок. Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы, русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Разумеется, тут же расцвели буйным цветом конспирологические теории. Одни утверждали, что это спецоперация ФСБ, которая должна отвлечь всех от гуманитарной катастрофы в Мариуполе. Ну а псевдоинтеллигенция начала собирать из мармелада и палок образ Овсянниковой как образ прям вот академика Сахарова. Того самого, но был один, который не стрелял, который один мог встать против толпы. Мой проект создан не для того, чтобы рассказывать вам, что думать и вкладывать в голову какие-то месседжи. Нет, этот канал я создан для того, чтобы делиться с вами своим мнением. Так вот, по моему мнению, это никакая не спецоперация ФСБ, потому что иначе это спецоперация ФСБ против Путина, и сейчас я объясню почему. В результате перформанса Овсянниковой миллионы людей в России поняли, что они не одиноки, что можно сопротивляться, и даже на хорошо охраняемом Олимпе российской пропаганды есть люди, которые абсолютно спокойно могут зайти в прямой эфир и сорвать этот самый эфир. Да, на 5 секунд, но это только начало. И для миллионов россиян это означает, что не существует никакого монолита власти, не существует никакого всевидящего ока и всемогущего ФСБ, которое знает все обо всем. Безусловно, я далек от мысли, что это решение и всю эту историю Овсянникова провернула сама. Наверняка это сговор достаточно большого количества внутри коллектива Первого канала, и это тоже хорошо, потому что пропагандисты, потому что медийщики, они первыми чуют вот этот запах перемен, wind of change, они первыми понимают, что в стране начинается катастрофа, они первыми понимают, что война ведет к краху, и они первыми понимают, что железный занавес опускается. Интуиция – мать информации. Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. И мне абсолютно все равно, какие были мотивы у Овсянниковой. Подозреваю ли я Овсянникову в героизме? Думаю, что вот эти все редактора, журналисты, пропагандисты в какой-то момент, глядя на картинку войны из Украины, прекрасно поняли, что они сотворили с мозгами россиян за последние 8 или даже 20 лет. И ужаснулись. Я где-то слышал, что Роберт Оппенгеймер, когда увидел видео бомбежки Хиросимы и Нагасаки, тоже ужаснулся. Ужаснулся тому, что он создавал оружие сдерживания, а эти бомбы были сброшены на головы мирных людей, и жертвы за считанные недели достигли сотен тысяч. По большому счету, нам в принципе должно быть все равно, Овсянникова герой или просто приспособленец. Самое главное, что монолит российской власти и вот этой медийной машины начинает давать трещину. И я уверен, что в ближайшее время по региональным телеканалам, где еще сохранились прямые эфиры, пронесутся флешмобы с подобными плакатами и с подобными выступлениями. Капля камень точит, и видно, что вот в этом страшном глиняном горшке, где бурлит вся вот эта муть, вся вот эта идеологическая хрень,
появляются трещины, и вода начинает разрывать стены вот этой российской тюрьмы. А сейчас новости с фронта. По информации наших американских коллег, как минимум 9 тысяч российских солдат уничтожено в Украине. По информации Збройных сил Украины, эта цифра достигает 13,5 тысяч. И прямо сейчас мы смотрим, как на околицах Мариуполя абсолютно бесстрашный экипаж БТР-4 разбирается с вражеским танком и бронемашиной. Также там достается и пехоте. Ебать! О, давай, ебать! Давай! Все, плюс, все, минус, вот там, Я, кстати, это видео пересматривал уже, наверное, раз 15. Это просто невероятно. Что касается грандиозных потерь, вот у нас очередная запись Службы безопасности Украины, когда очередной солдатик разговаривает с егойной бабой, и они очень серьезно обсуждают ситуацию, которая происходит в Украине и в России. А ты же знаешь, что ВТБ под санкции пошел? В смысле? Ну, и, короче, приложения никакие у нас не работают, телефоны мы не можем расплачиваться. Я открываю приложение ВТБ, а ни у кого не работает приложение, я не могу посмотреть зарплату, только завтра в банкомате. Ага, я понял. Потому что ВТБ под санкциями, Альфа тоже, все банки, работает только Сбербанк. Ясно, все ясно. Короче, новостей вообще никаких хороших нету. У нас уже, в открытую все уже, если раньше шифровались, то уже сейчас все по телефону так говорят. С Млечника вообще пизда сколько погибших, просто не счесть. Я знаю. Да, это пиздец. Это хуже, чем в Сирии. Я, блядь, поеду и уволюсь. У меня вообще это, Понятно. блядь, просто пизда. Ну, блядь, Понятно. потом уже поеду, да, скажу. Да, конечно, ты уволишься сразу же в этот же день. Как там все это решится, и все, сразу же нахуй, до свидания. Да, конечно, я на гражданке все работу нормально найду. Никаких хороших новостей вообще нет, от всех слышишь только вот боли, слезы и все. Я буду пока уходить временно с работы, хотя думаю в этой ситуации, как уходить с работы. Как бы сейчас какой-нибудь дефолт нахуй не ебанул. А нельзя как-то выкопать себе яму и туда спрятаться? Ну, тут как бы остановился, выкапываешь и прячешься. Пиздец весело. Да, ну такая хуйня. Вы типа там все молокососы? Еще раз. Я говорю, вы там типа все молокососы? Да почему нет? Сколько тебе, 27? 26? Да Молокососы, здесь да. нет, да здесь есть мужики по 40 лет, блядь. Ты уже, блядь, прошли поболее нас. Ой, бля, пиздец. Там, короче, один написал своей жене с вашей бригады, что, типа, Наташ, я, походу, останусь здесь полное чистилище происходит. В смысле останется здесь? Ну, в прямом смысле, что, типа, он не выживет. От тебя добавлю, чувак, если тебя не убьют в Украине, то возвращаться в Россию тоже нет никакого смысла, потому что там тебя ждет голод, нищета и экономический коллапс. Разумеется, сейчас упоротые зрители из Российской Федерации потребуют от меня пруфы. Пришли нам фотографии, пришли нам видео наших убитых солдат. Послушайте, у меня телефон забит трупами ваших солдат, с оторванными головами, с оторванными ногами, обгоревшие. Там лежат куски туловищ, там лежат руки, ноги. Там есть фрагменты, которые невозможно опознать. Я не могу это опубликовать, потому что меня забанят самые-самые либеральные соцсети. Но уже в ближайшее время в России по похоронкам вы поймете, что происходит. Также вы можете позвонить своим знакомым военным, у которых тоже в телефонах уже такие фотографии. Скажу больше, через некоторое время, с учетом интенсивности боев в Украине, ваши потери достигнут потерь в Афганистане. 14 тысяч – это не предел.
При этом 14 тысяч это означает как минимум 40 тысяч раненых бойцов, которые сейчас валяются в госпиталях Беларуси. Вам об этом просто ничего не говорят. А в Беларуси вокруг кладбищ уже выставляют оцепление, чтобы никто не видел, сколько российских солдат закапывают в братские могилы. Напомню, что вся группировка российских войск в Украине насчитывает 170 тысяч человек. Это с котами, собаками и маркетанками. И 40 тысяч из них, я говорю не про собак и котов, уже не боеспособны. Берите калькуляторы и посчитайте, что случится с вашей армией через 20 дней, когда Украина получит еще больше ПВО, больше энлавов, больше джавелинов и больше самолетов. Да, у нас тоже потери. Но в любом учебнике по военному делу написано, что у обороняющихся потерь в 4 раза меньше. Снова берите калькулятор, делите и получайте информацию. А еще также я хотел бы вам сказать, что на самом деле численность Сбройных сил Украины составляет 240 тысяч человек. МВД под 300 тысяч человек. Резервистов в Украине, людей, которые принимали участие в АТО, 400 тысяч. За 8 лет они все прошли войну. И при этом хотел бы напомнить дебилам, которые нам пишут в комментариях про детей Донбасса, за 8 лет ни Луганск, ни Донецк не были разрушены. И эти города, центры этих городов по-прежнему выглядят как обычные мирные мегаполисы. А теперь посмотрите, как вы освободили Харьков, который на 90% состоял из людей, которые говорили на русском языке. Там на сегодня разрушено и повреждено уже 600 домов. Уничтожено вами, русскими освободителями. И здесь у меня вопрос к россиянам. А вы уверены, что ваше военное руководство и ваши власти не дегенераты? Вообще они смотрели на карту Украины, на размеры страны, на количество городов, на количество населения. Нас 35 миллионов. В стране началась Великая Отечественная война. Наши почтальоны сбивают самолеты. Наши трактористы крадут ваши БТРы. Наши крестьяне стреляют в упор вас с охотничьих ружей, а ночью колют вас вилами. На что вы вообще рассчитывали с такой малочисленной группировкой, врываясь в огромную страну, которая всех вас ненавидит за убийство детей и за бомбежку мирного населения? Здесь все 35 миллионов националисты, здесь все 35 миллионов фашисты, здесь все 35 миллионов хотят вашей смерти. Потому что вы пришли на нашу землю. И нам не важно, как вы нас называете. Да, я слышал новый нарратив Российской Федерации о том, что вы не можете победить украинскую армию и Украину, потому что вам нельзя никого бомбить, нужно наносить только точечные удары и сохранять жизни мирного населения. Вы серьезно? По информации НАТО, Российская Федерация выпустила по территории Украины 900 крылатых ракет. Здесь работают системы залпового огня, наносятся авиационные бомбовые удары, в том числе со стратегической авиацией. Я уже говорил, что в Харькове разрушено и повреждено 600 домов. Более 200 школ тоже разрушено и повреждено. У нас бомбят больницы. Вы видели в прямом эфире, как разбомбили роддом. И после этого вы говорите, что вы не бомбите Украину. Сегодня в Мариуполе гуманитарная катастрофа. Там уже погибло 2000 людей, и это то, что подтверждено документально. Но я уверен, что счет сейчас там будет идти на десятки тысяч. В Украине уже убито как минимум 80 детей. Харьков, Буча, Ирпень, Чернигов, Николаев и многие другие города наполовину разрушены. Но города стоят, а выжившие идут и записываются в Сбройные силы Украины, в территориальную оборону, и они будут рвать вас зубами. И в плен никого брать не будут. А в это время ваша пропаганда выпускает, знаете, такой няшный ролик, который называется Stop Hate Russian на английском языке, когда разноцветные русские, так нельзя, наверное, говорить, когда специально наученные актеры рассказывают о том, что во всем мире начался буллинг и все ненавидят русских, но ведь они ни в чем не виноваты. Как это мило. Мы тут только что решили в вашем же ролике показать, почему вас все, не ненавидят, а презирают. Don't hate others based on their ethnicity. No matter what you're from, all nations and religions should live in harmony. No matter what language you speak and which nationality you belong to. No one deserves cyberbullying. Stop this hatred towards one nation. We enjoy linguistic diversity and free speech, but hate speech has no place in modern world. Stop hating Russians.
Stop hating Russians. Stop hating Russia. Stop hating Russians. Stop hating Russians. Stop hating Russians. Stop hating Russians. Потому что ненавидеть слизняков, которые поддерживали войну в Грузии, которые кричали «Крым наш», которые молчаливо, абсолютно спокойно одобряли убийство Немцова, которые абсолютно спокойно посмотрели на отравление того же Навального, от которого украинцы не в восторге, но тем не менее это ваш национальный лидер. Это вы голосовали за Путина или просто не ходили на выборы, потому что вы вне политики. И это вы поддерживали закрытие своих либеральных каналов, а теперь давитесь страшной, мрачной пропагандой, потому что некому сказать вам правду. Потому что людей, которые говорили, либо выдавили из России, либо убили, либо посадили в тюрьму с вашего молчаливого согласия. Именно поэтому, ну а после того, как вы абсолютно спокойно атаковали суверенное государство без какого-либо объяснения за что и почему, конечно же, во всем мире вам начали задавать вопросы, а вы по-прежнему мычали про какую-то спецоперацию и что вы вне политики. И именно поэтому весь мир сегодня поддерживает Украину і весь мир Україні помогает. Всім привіт! Мене звати Іра. Я зараз знаходжусь у Португалії. Приїхала сюди з Києва разом зі своєю дитиною. І хочу вам сказати, що навіть у найдальній європейській країні від Російської Федерації, від України, люди розуміють все це жахіття, яке відбувається сьогодні на нашій землі. Тому вони передають допомогу, передають одяг, передають гігієнічні засоби, передають їжу. Люди активно, просто прості люди це все пакетами носять. Моя подруга, яка тут живе більше 8 років, сказала мені, що вже 6 фур передали. Сьогодні, до речі, 20-й день війни, і я вам покажу, що люди і далі продовжують приносити допомогу нашим українцям. І я впевнена, що з такою підтримкою ми переможемо. Слава Україні! Так что, когда вам не наливают кофе в Италии, не продают хамон в Испании, не хотят угостить пивом в Германии или не пускают в Британию, задайте себе вопрос, почему. Я думаю, где-то в глубине души у вас будет ответ, почему вас презирают и почему вас ненавидят. Потому что это вы бомбите украинские города, потому что это вы производите бомбы для того, чтобы бомбить украинские города, потому что это вы платите налоги для того, чтобы содержать армию агрессора. А что же Путин? Я вот почему-то думаю, что Путин до Гааги не доедет. У меня есть такое впечатление, что его признают невменяемым, душевно больным, и он спокойно до 100 лет проживет в каком-нибудь пансионате в Женеве. А еще через 20 лет какие-то дебилы, неопутинисты его будут боготворить и будут рассказывать всякие небылицы. Но вам от этого будет ни тепло, ни холодно, потому что вы окажетесь в темном, страшном ГУЛАГе, который сами же построили. Вы будете платить цену, не Путин. И все, что радует, что вместе с вами свою цену будут платить вот такие вот пропагандисты, как Соловьев, которые по-прежнему, как настоящие упоротые дегенераты, продолжают угрожать всему цивилизованному миру атомными бомбами и ржавым российским оружием. Это даже уже не клиника. И когда на улицах Европы вновь раздаются кричалки «бандеровской сволочи», и когда Германия позволяет проводить мероприятия украинским беженцам, которые кричат «Слава Украине, героям славы!», «Смерть ворогам!», да Хайль Гитлера даретесь, потому что его шавки это орали. Или вы в Германии именно этого хотите? И когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте, трубочкой сверните в задницу и знайте, Путин вам сказал, инфраструктуру НАТО на границе 97-го года, ядерное оружие в те страны, которым оно принадлежит. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. Смотрите нас на всех платформах и сегодня даже стрим в Телеграме. К
Кстати, у меня есть такое впечатление, что вот этот вот некролог, который я вам сейчас зачитаю, для Романа Кулаги, старшего лейтенанта армии Российской Федерации, который на днях погиб в Украине, тоже написал Соловьев. Угадывается стиль. Я должен вам это зачитать, потому что здесь все прекрасно. Итак, находясь в составе охранения, экипаж танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулага обнаружил выдвижение националистов совместно с иностранными наемниками частной военной компании. Здесь я должен сделать ремарку. Я вот себе представляю, вот идет один отряд, на нем написано националисты, а второй отряд это наемники. И там даже написано, вот у нас есть флаг, там написано частная военная компания. Идем дальше. Оценив ситуацию, Роман выдвинулся для уничтожения противника. То есть Роман, который был в охранении, почему-то на одном танке выдвинулся для того, чтобы 1 на 1 встретить свою судьбу. Вернее, не 1 на 1, а 1 против 2 отрядов наемников и националистов. Ведя неравный бой, Роман с самого начала знал, что бой будет неравным. Видимо, он считал, что как раз он и танк, они уравнивают силы. Ведя неравный бой с превосходящими силами противника, экипаж старшего лейтенанта Кулаги прицельным огнем уничтожил 3 боевых машины пехоты националистов и позицию снайпера. Как он в горячке боя еще и обнаружил позицию снайпера, которая обычно находится в метрах 200-300, а то и 500, остается загадкой. Возможно, случайный, знаете, такой лаки выстрел. В ходе боя танк Романа получил 4 попадания из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов националистов. Но при этом, послушайте, это же не конец истории. После 4-го попадания, в результате которого механик-водитель получил контузию и потерял сознание, танк был обездвижен и загорелся. То есть механик-водитель, в принципе, вообще в этой бойне еще даже выжил. Также тяжелые ранения получил наводчик-оператор, который тоже выжил, поэтому, как вы понимаете, потери российских войск по-прежнему незначительны. Роман Кулага, получивший ранение в ногу и в область лица, вот мне интересно, что означает термин «область лица». В одиночку продолжил вести бой и уничтожил еще одну боевую машину пехоты националистов. После того, как боекомплект снарядов к орудию был израсходован, то есть Роман в одиночку израсходовал весь боекомплект танка. Блин, даже Рэмбо уже как бы немного нервно курит, но это не конец истории. Роман из танкового пулемета уничтожил более 15 националистов. В результате грамотных действий, отваги и мужества старшего лейтенанта Романа Кулаги наступление превосходящих сил националистов и иностранных наемников было остановлено, что привело к срыву планов националистов по захвату командного пункта мотострелковой дивизии и дальнейшему наступлению. Давайте я расскажу, как было дело. Стоял Роман на своем танке в боевом охранении. Прилетел Байрактар, нанес ракетный удар. Роману оторвало туловище. На этом все. Конец фильма. А сейчас мы смотрим, как по-настоящему Байрактар атакует командный центр войск Российской Федерации. При этом я не отказываю в мужестве российским солдатам. Просто у них нет никакой мотивации воевать в Украине, потому что это личная война Путина против его ночных кошмаров. Сегодня российские солдаты и офицеры все чаще понимают, что так а против кого мы воюем и почему нас никто не встречает с хлебом-солью. Но об этом я уже много раз вам говорил. Ну и по большому счету мы уже понимаем, что на сегодня российская армия наполовину состоит из срочников, а на вторую половину из мародеров, которые пытаются дождаться ротации, которые не будут, і привезти домой какой-нибудь украдений планшет. Ви дивилися спеціальний проект команди «Дві кінські сили». Він називається «Україна в огні». Ми переможемо. Слава Україні!